Всем привет! Вы на канале Польза.нет, и здесь только быстрые емкие обзоры, а еще длинные стримы, но это не один из таких стримов, этот стрим просто для розыгрышей. И что бы я хотел сказать вначале бы я сказал, что всем здравствуйте, никаких розыгрышей больше никогда нигде не будет, кроме как на этом стриме, который будет у меня проводиться один раз в конце месяца, и вот, может быть, какие-то темы будем освещать во время него, но они будут такие достаточно лайтовые. Виктор, а что такое? Да ничего, просто розыгрыши будут проводиться только вот на таком стриме. Сейчас подождем хоть чуть-чуть людей. Я освещу немного тему, которую я только что придумал, для того, чтобы вам не совсем было скучно. И будет еще не один видос про куртку Xiaomi. К чему это все? К тому, что несколько курток мне идет благодаря моему другу с Дальнего Востока. По-моему, 4 штуки я еще купил. И все Xiaomi-шные, и все дорогие. И есть ли смысл их покупать, я расскажу вам как раз в тот момент, когда они мне дойдут. Давайте подождем хотя бы человек 100 и, давайте хотя бы 50 человек подождем. Завтра будет стрим тематический, пока тему не знаю. Сегодня стрим мини-тематический из разряда того, что не муссировал я тему, что у меня 100 тысяч подписчиков появилось у этих рук, слов и текстов. Нас появилось 100 тысяч, поэтому благодарю вас за то, что вы меня смотрите, благодарю вас за то, что вы меня поддерживаете, и за темы для стримов, для опять же, роликов и всего остального. Но, опять же, не будем передергивать, не будем вспоминать про то, что основная как раз миссия сегодня – это донести мою мысль, каким должен быть техноблогер. Ну, это точно не я, но, во всяком случае, я стараюсь к этим 10 вещам каким-то образом стучать не будет. Это, скорее всего, у меня Боя микрофон, про который я писал все, что он супер-супер-мега крутой, он глючит. Либо я не поменял батарейку, там, скорее всего, даже в батарейке дело. Сейчас я чуть-чуть настрою. По большому счету, для розыгрыша он и не понадобится. Привет, опять стучит. Диджей, все уже, ничего не стучит. Давайте я чуть-чуть расскажу все-таки по теме или не надо. Ставим лайки, кому нужно, кому интересна вообще эта тема, каким образом можно не сделать сотку, а 10 заповедей с блогера, по моему субъективному мнению, это а-ля четки от Xiaomi. Будут тоже в каком-нибудь ролике, обязательно расскажу. Привет, почему так поздно? Потому что сегодня стрим-антистрим из разряда того, что он исключительно для 99% случаев для тех, кому интересны розыгрыши. То есть розыгрыши будут только в конце месяца всех девайсов и проходить будут точно так же, но поздно, когда никому ничего не интересно. Вот. И на какие-то вопросы, может быть, я отвечу по-быстрому. И плюс освещу какую-нибудь тему, которая к техноблогингу не относится, потому что то, что я сейчас осветил, спасибо большое, Мора, то, что я сейчас осветил и написал в названии, это по большому счету не является никаким образом темой для техноканала. Вот. Краш-бипов нет, давно жду. Привет с Архангельска, здорово. 62 человека. Сколько будет стрим? Быстро будет стрим, я думаю, полчасика максимум. Что за наушники с проводом? Сегодня будет розыгрыш. Именно сегодня, Тилы, будет розыгрыш. Еще раз повторяю, что все розыгрыши на канале будут проходить вот в таком формате. Может быть, чуть-чуть там 10 минут я о чем-то расскажу. Боя микрофон только что навернулся, он стучит почему-то. Вот. Привет с Ярославля, привет, всем отличных выходных, надеюсь, вы их великолепно проводите. И сегодня я расскажу вам 10 заповедей техноблогера, по моему мнению, максимально быстро, там, за минуту. Кстати, кто спрашивал, вот, допустим, на такого рода стримы я не собираюсь снимать девайсы, я продолжаю тестировать Xiaomi-шные наши любимые Xiaomi Watch и еще одни браслет, кто угадает, тот молодец, кто не угадает, через пару дней выгружу на него обзор. Привет, слушай, стоит менять QC T1 на T5? Нет. Привет из Тулы, здорово. Дальше. В общем, 10 заповедей техноблогера, по моему мнению, хотя, возможно, вам не особо интересно, но особо интересно, скорее всего, тем, кто планирует этим заниматься. Нет, в розыгрыше участвуют те, кто смотрит канал, в этом и магия. В описании к видео потом добавлю. Здорово, кстати, Сет. Первое, это любить технику, это логично. Второе, это говорить правду, это тоже логично, потому что врать можно всегда, врать можно всем, но не большому количеству людей, тем более на канале. Что написано пером, не вырубишь топором, а здесь еще и видеоряды есть. Третье, уважать зрителей, это как раз напоминаю, что у меня на канале нет мата. Я считаю, что это проявление уважения меня в первую очередь к вам, и я стараюсь контролировать, чтобы еще и друг друга
зрители уважали. Нас в 96% случаев, мы старше 18 лет, мата в нашей жизни не так хватает. Ножичек им распаковываю я товары, скоро мне придут еще несколько ножей, о них я сделаю, скорее всего, розыгрыш. Не розыгрыш, а обзор. Про розыгрыши, опять же, смотрите на канале. В любом видео есть в описании, каким образом участвовать в розыгрышах. Тила нет, на стримы не обязательно приходить для участия в розыгрышах. Дальше. Четвертое, это не делать рекламу. Что такое не делать рекламу? Когда-нибудь, когда я стану совсем большим, я покажу вам письма, кто мне конкретно пишет, кто предлагает делать рекламу. Я никогда не отказываюсь прям 100%, что я не буду ничего делать. Я просто пишу, что разница в том, что я не делаю рекламу. На моем канале рекламы в принципе нет. То есть, либо я делаю обзор, и есть товары, которые мне дают на обзор, их очень мало, но, в общем, потому что люди смотрят канал, понимают, что я говорю мало чего хорошего и оценивают для себя, хотят они рискнуть и послать мне что-то или нет. Из того, что здесь лежит, в принципе, вообще, по-моему, ничего мне не посылали, все я сам покупал. Но не будем... безусовский аккумулятор мне прислали, кстати. Вот эту вот штуку, на него уже, по-моему, месяц пытаюсь сделать обзор. Вот, все остальное покупается. Но не об этом разговор. Разговор о том, чтобы не делать рекламу в принципе. Как только ты начнешь делать рекламу, можно сказать, что ты по факту продал душу дьяволу. Потому что если людям нужна реклама именно, а не обзор, то им нужно продавать хлам. Вот. А это нехорошо. Спать будешь плохо, либо ты будешь болеть, либо дети. В общем, я считаю, что карма есть, и ее не может не быть. Хотя я не религиозен. Об этом дальше. Не учить плохому. Каким образом, не знаю, долбить по вене и что такое фен, можно узнать из других каналов. Техноблогер абсолютно не должен никаким образом рассказывать, что хорошо бухать, не знаю, хорошо наркоманить, хорошо курить, хорошо заниматься спортом, хорошо зарабатывать деньги, хорошо покупать прикольные девайсы. Лучше, конечно, последние айфоны и ноутбуки по миллиону, но если хочется сэкономить, либо нет таких денег, можно покупать что-то, о чем я рассказываю. Дальше. Не учить плохому, это я уже сказал. Это пятое. Дальше, шестое, это не заниматься нарциссизмом. Что такое не заниматься нарциссизмом? Я не буду перечислять блогеров, которые мне безумно нравятся, но у которых где-то, не знаю, процентов 40 их обзоров занимает в прямом смысле нарциссизм. То есть они каким-то образом специально выговаривают словечки красивые. У них там ракурсы, не знаю, с 6 камер с разных сторон на их фейс. То есть это не салон красоты для того, чтобы мы прибегали туда и смотрели на чувака и думали, вот он красивый, поэтому я куплю его девайс. Как бы блогер должен быть, техноблогер, в моем понимании, должен быть в первую очередь техноблогером, а красота это уже для фэшн-блогеров. Ну, это, опять же, не заниматься нарциссизмом. Хорошо, если чувак хорошо выглядит, следит за собой и преподносит это в массы вместе с рассказом о девайсах. Но, раскладной нож около часов, все я расскажу сейчас по-быстрому. Дальше. Седьмое, быть нерелигиозным и аполитичным. Что это значит? На людях хотя бы быть нерелигиозным и аполитичным. Почему? Потому что я уважаю все ваши религии, я уважаю все ваши воззрения, начиная от ватников и заканчивая левыми, и заканчивая даже, может быть, каким-то образом направления, которые осуждают даже в уголовном смысле. То есть ваше дело, во что верить, я рассказываю о железе. Я уважаю все, в прямом смысле, я прямо уважаю любые виды религии. То, что я до этого не дохожу сам в каких-то своих воззрениях, но это моя проблема, правильно? Дальше. Восьмое. Это очень сложный момент как раз юзать, что ты тестируешь. Когда у меня спрашивают по поводу таких фишек из разряда того, что чувак, а как вот эти наушники поживают? Я тестирую то, что у меня на данный момент на обзоре. Я не могу носить, допустим, Xiaomi-шные уши параллельно с тем, что я тестирую еще какие-то. Конечно, я могу их засунуть себе в ушки, там через 15 минут сказать, вот они, эти наушники хорошо звучат, эти наушники, допустим, хлам. Но я считаю, что это неуважение к пользователям. Так что 3-месячные-5-месячные, даже когда вы видите у блогеров, у техноблогеров, я там через полгода носки стратосов. Вот я реально стратосы свои, вторые, которые у меня валяются, по состоянию видно, что я их носил год. Вот через год я могу сделать на стратосы третий обзор, но он уже не будет таким честным, потому что вот что сейчас я ношу, вот что у меня лежит на столе для того, чтобы я носил. То есть Huawei GT я носил там недели 2, даже больше 2 недель, потому что я их в отпуск брал.
Эти я сейчас ношу, но как только у меня появятся новые часы, они скоро появятся, я буду носить их в первую очередь. И, возможно, это я буду делать на двух руках, но вы четко понимаете, что вы-то будете носить одни часы, это раз, а два, в течение года одно и то же я не буду ничего. Нет, со мной никто не будет, Илья, сотрудничать. Вы так пишете, как будто я какой-то супер техноблогер. У меня очень такая узкая ниша, и я очень благодарен вам, что вы меня слушаете и смотрите. Дальше, вот за эти слова я уверен, что мне еще вспомнят, может быть, через лет 5-10, но я рад буду, если эти 10 вещей мне будут напоминать. Девятое. Самому писать тексты. Что это такое? Чтобы вы понимали, каждый день из себя текст на те же самые наушники, которые, как мне многие пишут, да они одинаковые. Но это и правда одинаковый товар. То есть первое, это, конечно же, упаковка, второе, это цена, третье, Bluetooth модуль, четвертое, это пластик, пятое, допустим, это звучание, шестое, кодеки, седьмое это каким образом они заряжаются, восьмое это конкретно бренд, то есть стоит он того или нет, девятое, допустим, тип, это вкладыши, затычки, еще что-то, то есть да, это алгоритм всегда один и тот же, и понятно, что мне с танцами, там, не знаю, и голыми женщинами не показывать вам девайсы, но каждый раз писать, когда ты сам каждый раз пишешь текст, может быть, они и похожи, и проще заплатить там копирайтеру 400-500 рублей на любой девайс, либо тем более взять, если ты реально делаешь рекламу, то тебе дают техническое задание. Как вы многие замечаете, вы смотрите про один и тот же товар у разных блогеров, и они говорят одно и то же. То есть говорящие головы говорят одно и то же. Почему они говорят одно и то же? Все очень просто. Им дают техническое задание, они согласно него рассказывают. У меня все проще с одной стороны, с другой стороны все сложнее, потому что когда ты сам написал почти 400 текстов, а у меня на канале почти 4 сотни обзоров, каждый раз что-то новое придумывать довольно сложно, учитывая, что я напоминаю, что мой канал отличается на данном этапе жизненного развития, возможно, потом что-то поменяется, тем, что я стараюсь сделать обзоры максимально краткими. То есть, допустим, на эти часы, даже те 10 минут, что я вам о них рассказывал, реально растянуть обзор с тем же текстом на минут 30. Но при выкидывании левых фраз, сцепок, юмора, еще чего-то, вот в итоге получилось 10 минут. Сделать обзор я реально про них могу на час. Без толком пауз и какого-то там веселья. Ну, опять же, я считаю, что сам должен писать тексты любой блогер. Вполне возможно, что когда ты станешь полумиллионником или миллионником, ты не будешь это делать, но я смотрю, допустим, американских блогеров, 10-миллионников, которые очень легко и красиво рассказывают о товарах, они не особо запариваются, не особо ползут в техническую часть, но я уверен, что на 9 десятых их текст прям их. То есть они встали и перед камерой продекламировали то, что думают, а не то, что им писали за них. И десятое – это признавать свои ошибки. Что немаловажно, я считаю, любому техноблогеру нужно признавать, что он был неправ. И по поводу железа это происходит очень часто. Посмотрите хейт на эти часы, посмотрите хейты, допустим, на стратосы у каких-то техноблогеров, которым нужно пилить за Huawei. Посмотрите все, и очень часто человек, вот, допустим, с чем я ошибался. Я, по-моему, с Mi Band 3, когда там 2 года назад я получил китайскую версию с недопиленной прошивкой, у меня не было опыта, к сожалению, работы с этими вот штуковинами. Я его захейтил, но благодаря этому хейту у меня появилась первая 1000 подписчиков, поэтому там, я не знаю, необходимое зло. В общем, на тот момент я и был в таком состоянии, что мне не нравились девайсы максимально сырые. Но они раньше и намного сырее выпускали продукты, начнем с этого, эти xiaomisты. А сейчас они намного лучше производят продукты, поэтому, ну, все равно я был неправ, что прям так совсем много негатива. Плюс, повторяю, у меня был на Havit G1 обзор на наушники, я был очень неправ в радикальном подходе. То есть я донес, в принципе, то, что хотел сказать, но вот этого вот яда и негатива у меня перевалило в том обзоре. Это один из немногих обзоров, за который мне в каком-то смысле стыдно. Вот. Я, кстати, всех посмотрел обзор на Mi Watch захаяли, а ты хвалишь подозрительно, жуть как подозрительно. Сет Семен, вы не можете мне не смотреть. В этом и магия. Не заставляю смотреть мои обзоры. Я, кстати, не рекомендую их покупать, пока не получится, не появятся глобалки. Но я один из тех людей, у которых все проходит через карман. То есть я купил Huawei GT за 15, и у меня, допустим, есть, опять же, лемфа 10 за 11 тысяч. Так вот, лемфа за 11 тысяч, в которых есть eSIM, они рядом не валялись вот с этими часами. И они не лагают. Все. Что мне еще? StickWatch сравнивать, который я за 13 купил и являются просто шлакоблоком. Нужно помнить о цене, они не 35. Если бы они стали 35 стоить, или они коннектились только с айфоном, то да. А так как эти часы коннектятся совсем, то вот мое мнение такое. Почему ты стримы снимаешь на профессиональную камеру с хорошим звуком?
Глеб, это телефон Redmi Note 8 Pro, стоит 13 тысяч рублей, я его использую, чтобы снимать ролики. Камеры у меня вообще сейчас нет, микрофон у меня вот боевский за 900 рублей, но он навернулся, я сейчас говорю просто в микрофон от телефона. Карл, привет, ты не тестил лучше Blitzwolf, твое мнение? Вова, они покупают OEM и после этого тестируют. Ладно, давайте по-быстрому проведу розыгрыш, потому что в этом-то и смысл, это стрим быстрый для того, чтобы я быстро проводил розыгрыши. Рассказываю, да, про то, что еще раз, канал без мата. Первое, второе, что, спасибо, что напомнили. Второе, что я хотел бы сказать, что теперь розыгрыш, еще раз повторяю, в конце каждого месяца после 10 часов вечера. Вот так я буду экстремально включать. Ничего я удалять потом не буду. Все стандартно, рандомно, как и было. И сверху бы я хотел добавить сегодня, что выбирать я буду из последних 10 роликов комментарии. То есть можете старые ролики, как меня просто задолбало, я читаю все комментарии в день, это получается около 1000, от 900 до 1000 комментариев в день. И очень много людей приходит и начинает комментировать мои 300 обзоров. Если это происходит, то там вообще по 7000 комментариев. Поэтому последние 10 роликов, вот там я считаю комментарии. Плюс, я думаю, если человек смотрит канал, один раз из 10 он может совершенно великолепно посмотреть и оставить какой-нибудь коммент. Поговорить с нами. Ренат, конечно, поговорю. Сейчас я по-быстрому все-таки... ну как, по-быстрому не получится, потому что пока я найду рандомайзер гугловский, пока я выберу ролик, пока я туда добавлю ссылку. Вот, все это будет... так, рандомное число Google. Рандомное число Google. Как это все сложно. А что, камера норм на стриме? Число Google. У меня, кстати, есть камера нормальная. И, в общем, она, ну, для стрима, и она, в общем, не работает. Вы мне советовали, я, по-моему, за 1000, я не помню, за сколько купил, за 6, по-моему, купил. Так, генерировать число. Так, от 1 до 10. Неважно же, правильно. Так, сегодня я разыгрываю один Mi Band, потому что 15 числа я разыгрывал. В следующие месяца буду уже разыгрывать сколько? Два Mi Band минимум, и там что сверху еще появится. 7-й ролик с конца буду считать сейчас и постепенно вам покажу. Камера вообще норм, очень рад, что вам заходит. Стратосы вторые стоят своих денег. Если вы занимаетесь спортом, MSFit стоит своих денег. Если вы не занимаетесь спортом, MSFit своих денег, наверное, стоит исключительно с точки зрения внешнего вида. У меня есть товарищи, но у них зарплата, понятно, 100+, вот они носят стратосы. Почему? Потому что, ну, они крепкие, крупные, и, в общем, они просто внешне подходят, а спортом они не занимаются. Что за наушники рядом с Huawei? Вот эти? Это я за них ручаюсь, скажем так. Это буллицы вторые пули от корпорации OnePlus, которая делает вот как раз этот телефон, на который у меня только хейт на канале, потому что позитивный обзор я что-то еще не успел сделать. Привет, так себе куплю только летом. Вчера видел прикол Honor Color Band за 49 евро. Таллин. Круть. Дорого, мне кажется. Ты что ждешь от глобальной версии Mi Watch? Да ничего, Илья, я прекрасно понимаю английский язык, поэтому все, что здесь было и сейчас, и есть, и то, и будет. Просто допилено, и все. То есть меня эти часы уже устраивают. Единственное, если бы я, конечно, жил в Москве и подключил туда Теле2, это было бы вообще супер-мега круто. Дальше. Сделай, плиз, обзор беспроводных зарядок. Давайте подождите, 7-й ролик так и не отсчитал, потому что пока я с вами тут общаюсь, процесс-то не идет. Процесс не идет, а люди спать хотят. Люди хотят спать? Пишем. Так, кто, кстати, чем сегодня занимался? Я сегодня сына водил к другу, и друг с ним боролся. 2 ребенка его, 2 сына смотрели на это дело и улыбались. И это было очень мило. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Это, кстати, стрим тоже, прикиньте. То есть мы сейчас будем разыгрывать Mi Band 4 среди зрителей стрима прошлого. Не совсем прошлого, Black Friday, что я куплю, называется стрим. Так, рандомайзер я LionZar использую. Если кому-нибудь интересно, и понятно, конечно же, колхозный подход бесплатно. То есть я добавляю ссылку с LionZar в ролик, и после этого LionZar мне выводит, кто у меня победил. Напоминаю, что для того, чтобы для участия в розыгрыше нужно быть раз подписанным, 2 у вас должны быть открытые подписки, и вы должны оставить любой комментарий, любой вообще. Кроме мата, конечно же.
Желательно, конечно, какой-нибудь адекватный, потому что напоминаю, что YouTube что-то там блокирует периодически. Если вы добавите какую-нибудь лабутень, то это будет печально достаточно. Среди этого... там всего 81 комментарий. Кстати, о птичках. Это, конечно, забавно. Я, по-моему, ни разу не разыгрывал. И при том, что обычно на стримах, конечно же, сидят свои подписчики. Так что среди своих фактически и будем сейчас разыгрывать. И мне повезет. 7-й ролик, это, опять же, Black Friday, что-то там. Смотрим. Ага, он не видит пока ссылку. Ха. Ладно. Сейчас еще разок. Сейчас 5 секунд. Да, слушаю вас. Хорошо, сейчас буду. Алло. Друзья, у меня приехала доставка суши. Я сейчас по-быстрому, наверное, что я сейчас сделаю по-быстрому? Я по-быстрому разыграю для того, чтобы вы смогли увидеть, кто там победил. И, в общем, и все. И можем разбегаться, можем не разбегаться. Я не знаю, как вы решите, будем разбегаться или нет. Почему-то он не видит ссылку. Сейчас 5 секунд. Опа! Нет, не будем разбегаться. Ну тогда нам придется подождать пару минут. Но сначала давайте я все-таки разыграю, потому что это будет нехорошо по отношению к людям, которые что делают? Которые сидят здесь ради розыгрыша, и поэтому я и сделал специально отдельный стрим для людей, которые сидят ради розыгрыша. Опа, там уже 6 человек добавилось по... Да ладно. Очень извиняюсь. Лайонзар упорно не хочет свою ссылку видеть. Так. Это так печально. При том, что я ее добавил. Lionzar giveaway HTTP. Так. 15 секунд еще. Может быть он то, что не видит, потому что она не полная. Наверное, да. 5 секунд. Lionzar подлецы делают такие деньги, наверное, на этом. По большому счету, сложности в программу написать, вот конкретно как Lionzar сделал, никакой. Но, с одной стороны. С другой стороны, не каждый сможет сообразить рекламу, не каждый сможет подняться в Google поиске с этим делом, правильно? Вот. Так, еще раз пробуем. Уже 95. По одному человеку. О, есть. Успеете увидеть, друзья. Смотрим. Хачуми Бенд, Паша П. Паша П, поздравляю вас, вам я напишу. И всем, кому не лень подождать меня, подождите 3 минуты, Паша П победил. Я так понимаю, его не было на стриме сейчас. Через 2 минуты подбегу, если интересно, подождите еще. Так. Так, нас еще 91 человек, это очень круто. Бегал за суши. Вот. Что я бы хотел рассказать еще интересного? Тихо, 96, да. По поводу того, каким образом сделать 100 тысяч подписчиков, можно рассказать. Паша П тут? Не знаю. Что за нож? Нож обычный, по-моему, платил я за него 1000. Практически все делаю на распаковках им. Довольно удобный хват, но он маленький. То есть под маленькую руку, учитывая, что у меня маленькая. Понятно, что фиксатор есть. Да и в принципе работает он хорошо, но поцарапался весь практически в хлам. Кому интересно. Крепеж нормально расположен. Ну, я говорю, скоро будет много очень ножей. И поинтереснее тоже, и поплотнее, и подороже. Вот. Дальше. Ну, а еще раз напоминаю, завтра у меня будет стрим, поэтому сегодня, кому не лень, можно посидеть, поболтать чуть-чуть. Не перепало мне на день рождения, ну все бывает. Паша, куда надо писать? В контакт, либо Facebook. В описании под любым из видео, кроме стрима этого, есть мои контакты. На банк расскажешь, не понял. За банк? За какой банк? Еще раз. За Powerbank. За Powerbank это первое, что бы я хотел сказать. Один из пауэрбэнков будет вот этот, я про него завтра расскажу. При том, что я считаю, что он крайне сильно недооценен.
А вот этот Powerbank, он тяжелый. Но потом расскажу, у меня уже большой, в принципе, большая практика по его использованию. Если вам нужна банка на 30 тысяч махов, то миллиампер часов, как меня очень часто поправляют, но вообще инженеры говорят махов, чтобы было смешнее и как-то расслаблялись мы. Как тебе наушники i90 1000 ТВС? Я их уже послал, их уже выиграли. Ответь, пожалуйста, здорово с Казахстана. Есть ли Always On Display на Mi Watch? Вот такая вот штука для каждой, кстати. Ну это они сели. Вот, а вообще есть в ролике пример Always On Display под каждый из... Это когда они садятся, они такие становятся. А вообще на Mi Watch завтра будет стрим, во-первых. Вот завтра будет, кстати, тематический стрим, посвященный Mi Watch. И при вас я поустанавливаю сюда программки. До следующего стрима. Счастливо, Игорь. Поддерживаю про кулер. Что кулер? Нифига ссылку на банку 30 тысяч махов. Не понял ничего. Если нужны какие-то ссылки в комментах, напишите либо в Facebook, либо в ВКонтакт. Виктор, счастливо. Алексей, счастливо. Да, завтра будет стрим. Очень хочу участвовать в розыгрышах, но не понимаю как. Читайте в описании других видосов. Только что прошел розыгрыш, уже все. Можно ссылку на нож? В комментарии напишите, я вам сейчас ссылки все поскидываю, что интересно. Что за банка слева вверху? Вот это Redmi. Завтра я выгружу обзор на нее. А у тебя в описании под видео нет. Сейчас у Mixon нету, но потом-то я сделаю. Давай сейчас сделаю, чтобы народ не смотрел на канале другие видео. Как у меня сын говорит. У меня говорит сын не видео, а видео. Ему нравится почему-то коверкать именно это слово. Чувачок, кстати, который выиграл, буквально недавно подписался, Паша. Вот. Совсем-совсем свежий подписчик. Молодой. Но у него зато подписок не так много. Дальше. В описании к видео сейчас, кстати, все есть. Да, все добавил. Кому интересно. Какие планы на обзоры, что именно ты снимаешь на данный момент? Про Redmi снимаю на данный момент. Что еще на обзор у меня? Вот эти колонки, все, стараюсь рассказать о них. Детские часы, еще одни. И проводные наушники беленькие с плеером. Я уже показывал их, наверное, по-моему, месяц я их уже тестирую, бедные, а плеер уже неделю. Но, скорее всего, сначала все-таки на наушники, потом на плеер. Так, у меня уже она 2 месяца. Никола, я не сомневаюсь, что она у кого-то есть, потому что банка норм. Алексей, пожалуйста. Хочу купить очки от Xiaomi. Роидими у меня были. Точнее, не были, я ими пользуюсь сейчас на работе. Я их на работу отнес. И это топовые очки. А миджевские ТСки за 1000 я понятия не имею какие. Я, наверное, куплю себе тоже, ну, чтобы дома было. Так, будет подборка на Новый год. Ренат будет на все, я думаю, и на отдельно товары Миджи, и на отдельно на шмот, и отдельно на наушники. Даже, может быть, на телефоны. Александр, подскажи, что бы ты сделал? Купил бы пейсы за 3600 новые в официальном магазине или ждал бы, когда они расщедрятся и пришлют все-таки Stratos эти? Не понимаю. Тебе просто так их пришлют, Виктор? Привет, что думаешь об Sabot? Sabot, Иван, считаю, дорогие уши, в принципе, все. Не так, они стоят дороже, чем сама фирма стоит. Stratos 3 стоит брать для плавания в бассейне? Вам решать. То есть, если у вас есть... Для чего? Пульс, чтобы нормально считать, нужен нагрудник для бассейна. Так, что за наушники рядом с коробкой от часов? Вот эти RN проводные, на канале был обзор. А эти Xiaomi-шные вкладыши тоже на канале есть обзор. Air 2. Александр, завтра будут розыгрыши? Нет, Егор, никаких розыгрышей. Теперь раз в месяц будут розыгрыши только в конце месяца. Да, было бы круто видеть обзоры рюкзаков на канале. Горго, у меня есть, наверное, штук 6 их. Что думаешь о Meizu HD 60? Может быть, я их куплю. Так, Азат, это не шутка, если что была. Ты про что, Азат? Я не прочитал. Повтори, пожалуйста. Физкульт, привет. Я что, опять стрим прогулял? Нет, Александр, я завтра буду нормальный стрим делать. Сегодня стрим с розыгрышем просто. Дай ссылку на антистресс этого Xiaomi. Ну, это просто игрушка, она, по-моему, 200 рублей стоит. Напишите в комментариях всех, кому какие ссылки нужны. В комменты пишем, я вам ссылки оставлю. Скину, точнее. Sabot E12 Ultra или Xiaomi AirDots 2 Pro. Xiaomi. Подборка на Новый год для родных. Азат. Для родных я сделаю подборку... Ну, может быть, я не знаю.
Я не совсем понимаю, как это сделать, но название хорошее. Любой аккумулятор на холоде быстро садится, да, Юмиксон? Не любой. Что лучше взять, TISA-X, либо же китайскую копию? TISA-X лучше всегда взять что-то с брендом. Буллицы 2 норм для зимы, под курткой с шарфом ободок не мешает? Не-а. Стоит ли покупать Meizu Pop наушники? Артем, все Meizu Pop первые и вторые, они тихие. Что лучше взять, TISA iX? Но это вам решать, я же уже говорил. О, лису увидел. Мора, я не раз, по-моему, вижу. Ну, я тут чуть ли не каждую неделю лису вижу. Работа предполагает, в лесу работаю. Ссылку на Mi Watch где сам брал. Еще раз, я Mi Watch брал через друга, который на Дальнем Востоке живет. И они мне обошлись значительно дороже, чем на Алиэкспрессе. Кому нужно, пишите ВКонтакте, но они точно вам тогда дойдут. Вот, и опять же, есть некоторые товары, которые он достает значительно дешевле. Я, допустим, через него в перспективе собираюсь 2 ноутбука брать. И, ну, то есть такие крупные вещи, потому что я ему уже начал доверять. Он мне год посылает вот такие штуки специфичные. И пусть выходит дороже значительно очень часто, но я получаю их первым, это раз. А два, есть вещи, допустим, куртки те же. Куртки Xiaomi он купил мне в разы дешевле, чем на Алиэкспрессе. Даже с доставкой. То есть там за доставку нужно в Россию заплатить и за доставку по России. Посоветую увлажнитель воздуха. У меня есть на канале последний вот этот, советую. У меня на 100 метров от дома по кооперативу бегает. Ну, везет. Хороший вид. Дальше подстригалка норм, обещал наголо побриться, а я вообще и побрился. Если вы, Владимир, смотрите мои ролики, ничего сложного было определить, что я отрастил бороду и появилась у меня лысина. Притом я побрился стандартно, да, под бритву. Уже отросло. Недавно вышел у Microsoft планшет. Будешь снимать про него? Нет, Илья, это дорогое удовольствие, притом абсолютно не хайповое. Никому он не нужен. Мне он не нужен. На стримы рекламу теперь пихают. Roll Pop, я не знаю, о чем вы, но хорошо. Стоит ли покупать Mi AirDots Pro 2? Да. Да. Вкладыши норм. Что за белая штука у весов? Xiaomi-шные наушники, еще раз, R2. Вот про них сейчас спрашивали. Ждем обзора на хорошие ноутбуки. Дмитрий, ну как бы я не уверен, что они будут хорошие. Это как с Xiaomi-шным ноутбуком, который я супруге купил. У меня есть на него обзор, она его использует. Это просто волшебный ноут, но у него своих косяков немерено. То есть, если вы хотите спросить про ноуты Xiaomi, я сразу говорю им нет. Что игровым, что еще. Не, если мне, кстати, вот по поводу, какой там заповеди, 6, если мне рекламу Xiaomi-шный ноутбук дадут, я возьму. Но я, правда, сделаю, но мне никто не даст, чтобы вы понимали. То есть такие вещи, ну, они дорогие реально, во-первых. Во-вторых, вот реально вы будете покупать игровой ноутбук. Вы купите Asus ROG Strix за 80 тысяч, как я сделал, или Xiaomi какой-то. Я не стал бы. Потому что, вот говорю, у меня, допустим, мой уже горел. Не забываем, кстати, прожать лайк. Это довольно странно для такого розыгрыша, но все равно. Кому интересно, как я 100 тысяч подписчиков набрал? Хотя, по-моему, алгоритмы у всех одинаковые. Точнее, алгоритмов всего два. Первый — это, понятно, деньги, а второй, как у меня. Нет, есть еще третий, когда тебе безумно везет, но я его тоже не рассматриваю. Он не зачитывает спамеров. Юмиксон, ну нет, я не у всех просто успеваю читать. Хочу обзоры от тебя именно ноутбуки, трансформеры с сенсорным экраном. Илья, это не скоро будет, у меня нет столько денег. У 7 плюс 7T говорили, что при минимальной яркости экран красит. У твоего 7 Pro проблемы с экранными цветами нет? Не знаю. Мне кажется, сейчас, кстати, видно будет, если я сейчас это сделаю. Попробуем, подождите. Минимальная яркость. На минимальной яркости вообще ничего не видно. Поэтому, как бы сказать, что какие-то цвета красят, не видно ничего. Так что вопрос закрыт. Справа от весов белая штука. Это мейзовский Bluetooth датчик, короче, приемник, чтобы сделать из проводных ушей беспроводные. То есть вставляешь вот так. В последнем обзоре было на него, и я не советую такие штуки покупать, потому что они все равно крайне нестабильные, поэтому вот так. Где покупал свою супер ручку со стилусом? Безус. Базеус фирма, покупайте, вам понравится, мне кажется. Но она уже в убитом состоянии, а у меня жаба душит что-то новое купить. Вы можете посмотреть на Mi Watch обзор, я его выпилил. Ну, как вы понимаете, те, кто делал хоть раз обзоры, понимают, что такое делать обзоры каждый день. В общем, особенно 10-минутные плотные. И там она слегка позорно выглядит, надо уже покупать новую, не знаю какую, потому что это была достаточно дешевая, 700 рублей отдал. Привет, посоветуй, пожалуйста, наушники вкладыша в районе 3000 рублей. Есть топ-10 на канале до 50 баксов.
Какой стабилизатор посоветуешь для любительской съемки? Илья, я вам скажу честно, у меня нет стабилизатора. У меня есть двуручный стабилизатор, я им пользовался, наверное, 2 раза. Он валяется вообще очень крутой, у меня есть обзор на него на канале, но по факту я вот не делаю на стабилизатор. Просто да, 9 из 10 того, что я снимаю, можно выкидывать в мусорку сразу. QCY T3 или HBQ Q32. Я не знаю, что такое HBQ, а QCY T3 днище позорное. Что за модный браслет, где взять? Андрей, это не браслет, это антистресс, игрушка за 200 рублей от сяомистов. Он вообще для детей, кстати. Так, телефон за 20 штук. За 25. OnePlus 7T. Та-да! Что за проводные красные наушники? Проводные красные наушники. На них я сделаю обзор скоро. Мне, по-моему, кажется, каждый стрим у меня про них спрашивают. Они больше женские, потому что здесь... Хотя не знаю. Мужикам нравится. Ну, вот кому я давал тестить. Хорошо звучат. Скоро будет обзор. На следующей неделе 100%. По какому принципу выбираешь сообщения, Камир? Вот на что глаза упадут сейчас. Добрый вечер всем, Феникс, привет. Но в первую очередь, конечно же, спонсоров читаю. Но их не так много сегодня. И снова здравствуйте. У кого телефона лучшая камера? Бюджет 300 баксов. А вы лучше у меня не спрашивайте, потому что мое мнение никогда ни с кем в этом не сходится. Я снимаю обзоры исключительно на телефон, на камеру. И поэтому то, что я говорю, почему-то блогеры другие... Ну, я же смотрю обзоры, они, в общем, не согласны со мной совсем. Китайцы захватили мир. Да нет, что лучше взять, колонку JBL или Xiaomi? JBL. Розыгрыш был, привет себе, смартфон куплю только летом. Асет, я читал уже твое сообщение. Нет, я не знаю альтернатив. Лучше OnePlus покупать. На Али получается, у нас можно... 7T это на Али получается, или у нас тоже можно? Я вот этот телефон у нас в Москве купил, но правда на 6 тысяч дороже, чем было бы на Алиэкспрессе. Какие стельки для зимы в кроссовках используешь? Штатные. Ортолайт получается. Ну, то есть не зимние. Что за штука в левом нижнем углу? Ручка. Это штука, которой я тестирую аккумуляторы. То есть, чтобы емкость проверить. Мышка для компа. Ну, соответственно, они не идут одни, идет параллельно с ними где-то приблуда-то. Это нагрузка, в общем, если проще. Если у вас были курсы физики в школе, курсы, давайте положу ее сюда обратно. Далее там куча новых смартов будет. Конечно, будет. И дороже. Какую музыку слушаешь? Ну, вот сейчас же вы слышите, я сейчас слушаю... так, 5 секунд. Биле. Я думаю, вы все прекрасно ее слышите. 5 секунд. Подождите, ноутбук подключу, потому что есть ваши сообщения. Если не будет ноутбука, мне нужно будет стоять и читать их. А это крайне неудобное дело. Мне все-таки, по сути, не надо рассказывать про сотку. Не слышно. Азат вот сейчас будет слышно. Зачем этот браслет? Антистресс. Так, добрый вечер. Как думаешь, Mi 9T или OnePlus 6? OnePlus 6 точно да. Mi 9T точно нет, по моему мнению. Поинтересуюсь, что за футуристическая колонка с карабином в правой части нижнего экрана? Это вот, закладываются сюда вот эти штуки. И вот так вот. И все круто. И я на нее тоже уже запилил практически видеоряд. И текстовка у меня почти готова в голове, во всяком случае. Так что скоро я сделаю на нее обзор. Мне она очень нравится. Очень странная штука, но она мне безумно нравится. Именно по звуку. Доброго времени суток. Помогите с дилеммой. QCY T5, TP1, Funklite. TP5. Ой, T5. Как гарнитура ничего хорошего не будет. У тебя AirDots Pro 2 белые лежат. Я в курсе, да. У меня был на них обзор. 100 тысяч человек посмотрело его, если не 120. Тестил наушники Blitzwolf E5. Не буду тестить их. У меня истерика. Хочу купить первые беспроводные наушники. Пересмотрел много обзоров, в том числе ваши. Помогите мне с выбором, пожалуйста. Цена до $100, желательно с хорошим микрофоном. У меня есть топ-5 Forest наушников с хорошим микрофоном. Можете посмотреть на канале. Вам сразу ответы все появятся в голове у вас. Так, как эти колонки называются? Узнаете в обзоре. По поводу розыгрыша в конце месяца. Лайк и коммент в любое видео нужно ставить. Нет, последние 10 уже. Дальше. Ответь, пожалуйста, лучшая пародия на AirPods. Эльвин, таких нет. Подскажи, какие лучшие бюджетные наушники с aptX? Тронсмарты, только у них светомузыка. Говорят, следующие модели. Но опять же, мне они не зашли, можете посмотреть обзор. Но у них есть aptX. И они просто дешевле всех. Так, что насчет OnePlus 5? Еще актуален? Уже лучше докинуть и шестерку. Лучше шестерку купить, не актуален. Расскажи интересный случай с техникой.
Да у меня постоянно интересные случаи. Вот эти часы, когда я тестировал, я установил туда TikTok, он запустился, я такой, и они потом зависли на 4 часа. Я сидел на них, смотрел полночи и думал, что, блин, опять выкинул 15 тысяч, потому что видеоряда у меня нет. Часы я купил, а рассказывать нечего, потому что я их убил сразу. Вот. И, в общем, в итоге через 4 часа они каким-то магическим образом активировались, буквально на секунд 10 я включил, зашел в настройки и вернул их к заводским. Не знаю, насколько это смешно, но мне было, наверное, потом смешно, а вначале нет. Смешно было еще, когда я тестил Nexa. Amazfit Nexa были, часы вы можете посмотреть, очень классные, кстати. И они глобалку так их и не выпустили, потому что им нафиг не нужно нам ничего продавать такого эпичного. Реально классные часы. И я решил, что в каждом обзоре я теперь часы буду долбить о какой-нибудь камень. И поднял буквально там на 40 сантиметров, потому что некоторые часы уже выдержали. И вы можете посмотреть в обзоре. Я поднял на несколько сантиметров, на сантиметров 20, бросил на камень, и они треснули надвое. Это было безумно смешно и обидно одновременно. Что за часы на твоей руке? Это Mi Watch, есть обзор на канале. Кстати, давайте я все-таки поищу на них зарядку, потому что она должна быть, потому что как-то странно они выглядят. Я бы даже сказал, они убого сейчас выглядят, потому что это часы хорошие, а выглядят убого. Вот. Теперь еще найти зарядку. 300 тысяч зарядок по дому, это, конечно, мрачная штука. Каждый раз искать зарядный блок, притом под разные часы, они разные. У каких-то лягушки, у каких-то... Не найду я, по сути, пока стрим идет. Не буду отвлекаться. А ты знал, что ведется активная работа с прошивкой на бипы? Люди умудрились запереть туда плеер. Илья, я вообще в одном из обзоров об этом говорил. Что покупать на Sabot X12 Ultra или Funkel i? Сегодня-завтра. Но если хотите рискнуть, Funkel i. Если не хотите рисковать, мне Sabot в принципе не нравится. Я считаю, что это перебор хоноровский. Купите Lite, FreeBuds. Подскажи, пожалуйста, AirDots 1. Сколько примерно батарею держит на средней громкости? А вы можете посмотреть обзор. Я не помню, у меня было наушников штук 250. Чей микрофон лучше? Funkel i, Weiser TP1. И там дно. Недавно купил Syllable S101. Классные уши, выпирают непривычно. Зато звучат классно, правильно? Упс. Особенно рок. Нижние частоты топ. Ножик покажи. Так он в каждом обзоре у меня. Стабильно в каждом обзоре, да? Да. Дальше куплю себе FreeBuds. Да. Брать ли наушники HBQ Q30? Я не знаю, что это. Что за смарт-браслет на левой руке? Об этом вы узнаете на следующей неделе, скорее всего. И в каком-то смысле это можно сказать Mi Band 5. Потом объясню на следующем стриме, на следующей неделе, почему это так. А какую альтернативу OnePlus 7 Pro предложить подешевле? Никакой. Ассет. Можно Xiaomi-шные телефоны, но опять же все Xiaomi-шные телефоны, что у меня были, кроме OnePlus 7 Pro, который мне нравится исключительно за то, что как он снимает видео, хотя народ хейтит эту тему, я ничего советовать не могу. Можете посмотреть обзоры. Это такой на тоненького, то есть они что-то делают хорошо, а все остальное днище. Если сравнивать с OnePlus'ами теми же или... Samsung мне не нравятся. Не знаю, либо Apple, либо OnePlus, наверное, вот так. Теперь я уже более-менее понимаю в телефонах. Что по плееру своему скажешь? Стоит того? Да, Phoenix стоит. Очень классный. Дальше. Есть свои косяки, как у любой техники. Зачем же мне брать что-то, покупать и потом на обзоре сказать, что он супер топ? Нет, я уже определенные косяки нашел. Так, умеете же вы интерес вызывать? Жду обзора колонок, а когда примерно он выйдет? Никита, скорее всего, на следующей неделе. Но я их тестирую уже месяц. Гигей, для меня это как бы много. А как же флагманы Honor? Unixon, они флагманы Honor, у них топ в плане камеры и того, как они лагают. У них цена не топ, вот сформулирую так. То есть они, если бы я сейчас не купил OnePlus, я бы купил Honor P30 Pro. И разница была всего в 6 тысяч. Возможно, я и сделал глупость, но я во всяком случае знаю теперь, что это за телефоны, я их реально могу рекомендовать. Вот. 36 тысяч, 38, за которые можно во время распродажи купить. Этот телефон стоит миллиард %. Привет, спасибо за обзор OnePlus Plus 7 Pro. Вчера купил. Поздравляю, Игорь, вы ничуть не будете расстроены. Не скажу, Тёма, что за браслет. Скоро в обзоре увидите. Стоит покупать AirDots Pro 2, если есть Redmi AirDots. Не знаю, вам же решать, Максим. Я вообще считаю, у вас есть одни беспроводные наушники, зачем вторые, третьи, пятые?
если вы не планируете первый кому-нибудь продать или подарить. Что думаете о планшетах на андроиде? Думаю, Дмитрий, что если есть деньги, конечно же, лучше яблочные брать. Но если есть мозг, то, наверное, яблочные не лучше. Вот, и все. И все хорошие планшеты на андроиде, все дорогие. Что делаешь в свободное от работы и канала время? Илья, его у меня нет. Если вы хотя бы раз в жизни попробуете сделать один ролик, то есть написать под него, сначала выбрать товар, потом купить его, потом получить на почте, потом распаковать на видео, потом разобраться, потом сделать текст, потом постараться сделать так, чтобы вы, конечно же, были чем-то отличались от остальных миллиарда блогеров, потом выгрузите, потом поведете это видео, и так каждый день вы поймете, что по большому счету время максимум есть на поесть, сходить на работу и чуть-чуть на спорт с семьей, все. И то вот прям минимально. Бегаю я, если есть время, вот, было бы круто очень, если бы у меня была возможность, что была возможность сделать? Была возможность нанять монтажера когда-нибудь. Я очень надеюсь, что канал вырастет до 300, я найму монтажера, и мне станет чуть-чуть легче. Плюс видео буду делать немного качественные. Я пытаюсь писать сценарий. Ренат, поздравляю. Тогда вы можете понять, что на каждый такой сценарий мне нужен минимум час. Обычно даже больше. Стоит ли ждать Honor 10 Lite в данный момент или ждать чего-то нового? Не знаю. Какую офигенную колонку Xiaomi за 2000, она лучше, чем JBL. JBL Go 2 можно купить за 1400, и не факт, что Xiaomi лучше. У меня две пары беспроводных ушей спортивных, они всегда точно заряжены. Это как? Проводные типа? Брать ли часы Stratos? Да, если вы бегаете. Что у тебя в корзине на Али? Могу показать, в принципе. По-моему, я там так и не купил то, что хотел. Но это опять же антиспойлер. Это получается, что если какие-нибудь маленькие блогеры меня смотрят, то тогда... Ой, я уже, видите, говорю, как будто я не маленький. Я такой же маленький, но пока не сверхмаленький. Так вот, если какие-нибудь из блогеров меня смотрят, это получается, я себя выдам, что я собираюсь обозревать, но я все равно покажу. Потому что вы мои подписчики, правильно? Так, у меня, конечно же, Mi Band 4, потому что я сейчас его разыграл, мне его надо будет покупать. Тестер для воздуха, шарф, 2,5 штуки, 3000 перчатки, худи, штука для сидения, кроссовки, куртка, еще одни кроссовки, штука, чтобы руки греть. Не уверен, что это Xiaomi, поэтому не купил. Лампа сыну нужна еще одна. Еще одна лампа, еще одна лампа, еще одни кроссовки, еще одни кроссовки. Термобелье Xiaomi. Штука, чтобы разбивать стекла. Несколько фонов, которые меня жаба душит купить. И игрушка, вот это уже, наверное, лежит полгода, потому что тоже жаба душит. OnePlus еще один, кроссовки, перчатки, ну, это лабутень всякая. Я не думаю, что это особо дико интересно. Почему? Потому что в 9 из 10 случаев эти штуковины у меня висят по полгода в корзине. Вот этот рюкзак очень хочу, желтый, за 11 тысяч. Но, в общем, пока не заставил себя, потому что, ну, слишком это дорого. Это какое-то переборище просто. За 11 штук можно купить умные часы. Ну, там, докинуть пару тысяч, вот, пожалуйста, 15. Вот. Хавит у меня тоже давным-давно, хотя не советую эту фирму, все, зависло. Вот еще рюкзак, ножики. Ну, ножики я уже заказал несколько штук. Вышло больше десятки. Все, в принципе. Вот так вот все не особо весело, но не особо печально. Хочу еще наушники накладные, беспроводные, на шнурке есть. Посмотри, Мора, на канале были какие-то у меня X, какие-то там. В общем, классные уши, тебе понравятся. Стоит купить куб антистресс от Xiaomi, который сейчас крутишь. Я не знаю, вам же решать. Я говорю, по поводу всех девайсов, стоит ли покупать, это решать исключительно вам. Если у вас лишние средства и нужен ли вам по-настоящему этот девайс. Каждый раз, когда я чего-то жду после того, как я купил, я прям этого жду. То есть я реально хочу это получить. Так, у меня было термобелье, мне не понравилось, вылезла аллергия, аккуратнее. Нет, у меня много термобелья, просто и у Xiaomi нету. А где результаты розыгрышей? На канале всегда матрос. В стримах, вот сейчас будет в стриме каждый месяц в конце. И все. Mi 9T как альтернатива OnePlus не очень? Не, по мне да. Он сказал мнение по поводу аналогов OnePlus, дальше буду банить. Спасибо. Как давно у тебя бриллиантовый уровень на Али? Карим, я еще раз повторяю, то есть я еще чем отличаюсь, может быть, от большинства блогеров, которые вы видели. Я шопоголиком был до того, как я начал заниматься блогингом. То есть у меня там на 1,5 миллиона на Wildberries накуплено товаров. Наверное, на 1,5, может уже больше. То есть я один из тех древних, у кого там 20% скидки. У меня на Озоне какой-то там мега уровень.
на Алишке у меня мега уровень. Мне кажется, это у многих, кто покупает всякие штуки для себя и родных, вот такие вот беспредельные циферки. Саша, привет, расскажи о нижнем слое одежды для бега зимой. Пытаюсь понять, термобелье нужно ли или другое где-нибудь купить бюджетное, спортмастер на Али. Виктор, главное, чтобы не натирало там, где не должно натирать, то есть спортивные труселя носите и спортивную футболку, а сверху надевайте все, что вам удобно. Желательно, конечно, то, что будет отводить влагу в специализированном магазине, там, типа Триал Спорта. А так, что конкретно вам подойдет, я не скажу почему, потому что у всех своя терморегуляция. Вот. Но то, что для лыж, лучше покупать для лыж. То, что для бега, нужно покупать для бега. Все реально продумано. Не просто так все разделяется по видам спорта. Оставь ссылку на Honor Free Buds. Вы можете посмотреть спокойно на канале обзоры. Там под каждым обзором есть ссылки на все эти товары. Так, привет, подскажи, какой Xiaomi для игр выбрать? Никакой. Купите OnePlus вместо Xiaomi, если хотите играть. Я потому что думал, что такое, что такое игры на телефоне без лагов, пока я не купил OnePlus. До этого у меня был Huawei P20 Pro, там Samsung были. Ну, в общем, лучше, чем это дело, не работает ничего с играми. Можно, ну, конечно, Asus ROG какой-нибудь второй играет. Ну, в него, наверное, лучше лупиться. Либо у Xiaomi есть этот игровой. Но я не тестил, поэтому я могу только предположить. Для игр Xiaomi Mi 9. Да нет, Феникс, он греется как черт знает что. Купил Bluetooth наушники Havit i93, один раз упали в воду, перестали держать батарейку. Открывайте спор, возвращайте товар и деньги себе. OnePlus 7 Pro Top бери, да. Дальше. По одежде спортивной есть неплохая Arsuxeo. Несколько вещей брал, непревзойденный бренд, который себя от Уел сокращает. Видел, Мара, спасибо. Возможно ли тебя обманет на Алиэкспресс? Артем, у меня есть 4 из 5 вещей, я повторяю, я получаю, 5-ю вещь не получаю, либо она приходит с браком и средства, соответственно, возвращаю. Почему я морально готов к этому? Потому что я в 99% случаев стараюсь покупать у продавцов, у которых там нет продаж, нет подписчиков, потому что они продают практически по бросовой цене, и поэтому часто либо не посылают, либо какие-то с ними проблемы. Поэтому, когда у меня спрашивают, откуда у тебя ссылка, допустим, на продавца, у которого 200 подписчиков, как было с курткой, так я у него и купил. Я увидел 3 негативных отзыва, но у него была цена 6000, у остальных 9 ТЧК. Будете ли сейчас апдейт телефона апдейт AirDots 2, если будут подключать к другому телефону? Понятия не имею. Кстати, 2 недели бегаю со Stratos 2+, от часов тащусь. 7900 это подарок, Виктор, я покупал их когда-то за 13 в прошлом году в Петербурге. У меня есть QC White 2C, стоит ли мне для Android брать первые AirPods или купить другие? Если вам важно качество звука, как качество микрофона, то да. Только смогла подсоединиться, много ли пропустила. Диана, мы чуть-чуть залипли, кстати, потому что основной стрим завтра. Давайте завтра соберемся, в 7 часов вечера будет у нас тема для разговора, Mi Watch, не будет много лишних вещей. И кому интересно, пообщаемся, кому не интересно, потом сможете спокойненько включить стрим в рамках звука. То есть включайте и просто слушайте, если вам интересны, опять же, ответы на какие-то вопросы. Если что, приходите, отвечу на ваши вопросы. Если лень, то пишите ВКонтакте либо в Фейсбуке. У меня AirPods с андроидом советую. AirPods топ. Ну, как бы звук нужно все равно четко понимать, что вкладыши всегда будут хуже затычек в 99% случаев. Что за штука с USB-кулером? Это нагрузка для того, чтобы проверять аккумуляторы. Брать ли QC White опять? Да, Артем. Так, привет. Есть ли на Али кроссовки для зимнего бега? Я бы не стал, я бы, Александр, стал в Соломоне покупать кроссовки для зимнего бега. Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, есть ли прошивки на Note 8? Знаете, что Note 8 поставили звонилка, теперь телефон не записывает. Мир на 4 PDA по-любому есть. Что за ножик? Этим ножом я делаю вскрытие. Куда донат кидать? Зеленый слоник, вон значок бакса в сообщениях, так можете кинуть, либо стать спонсором канала. Что за топ? Смотрите топы наушников, да. Mi Watch Lite, очень интересен сей продукт. Да, Виктор, завтра и по нему, и четко по нему и прообщаемся. Расскажи немного о Hey Plus 1S. Артем, кто-то да узнал. Нет, на следующую неделю. Во сколько завтра в стрим? Я думаю, в 7 вечера. Всем удобно будет в 7, пишем. Надо поговорить список вопросов по часам, после обзора они остались. Феникс, будьте готовы, что 9 из 10 раз я скажу, я не знаю. Вскрытие тупов.
трупов. Не смешно, Расул. А стоит брать новый Xiaomi Air 2 вместо AirPods, если не важен микро? Нет. Да, они примерно, Ярик, одинаково звучат. Как тебе ножики-бабочки? Есть у меня ножик-бабочка, и им неудобно, он пыряльник, неудобно вскрывать. Да, удобно. Окей, подскажите, пожалуйста, где не понял, мир мировой, купил TISA-X, звук приличный, микрофон не очень. Ну уж с а-ля за 1500 рублей, вы что хотели? Не забываем прожать лайк, если было полезно что-то. Так я и не рассказал, как делать 100 тысяч подписчиков, но я так понимаю, это не особо кому интересно, в следующий раз. Не углублялся ли в тему индексов RDA для зубных паст? Нет, Артем, вообще никак. Я вот пользуюсь разными. Я единственное знаю, что мне кажется лучше разными пастами пользоваться и xiaomi-шными щетками звуковыми. Вот. Все, давайте. Добра вам и удачи, друзья. Завтра нормально сядем, пообщаемся по-долгому, надолго. Вот. Буду рад вас слышать, рад вас видеть. Интересно, расскажи про сотку. Уже все. Уже поздновато. Завтра расскажу. Поднял, просто пилил видосы, если совсем кратко. Давайте завтра, потому что уже поздно, 46 минут, я обещал получасовой стрим, получилось и так долго. Что бы я хотел сказать? Я бы сказал, еще раз хотел, спасибо, что пришли. Розыгрыш мы провели, и все, розыгрышей не будет до конца следующего месяца. То есть все, что я буду разыгрывать, до конца следующего месяца. Потом расскажу все. Ничего страшного. Завтра будет стрим в 7 вечера, все приходите, всем буду рад.